Всем привет, меня зовут Ильнур, а это канал Lilium Energy. В данном ролике будет показан проект прототипа экспериментального бионического протеза кисти руки. Схема клешня, название Mark 1. Данный прототип был полностью разработан мной. Вы также сможете повторить проект, скачав необходимые файлы, ссылка в описании. Прежде чем создать проект бионической кисти руки, мною было изучено множество других любительских проектов, а также коммерческие версии бионических протезов. У всех проектов бионических протезов, которые есть в свободном доступе, имеются множество ключевых недостатков. Во-первых, сложность повторения проекта, ввиду сложности конструкции и использования уникальных деталей. Во-вторых, они тяжелые по весу. В-третьих, эти протезы не обладают достаточным усилием сжатия. И, наконец, все эти протезы являются аналогами человеческой кисти руки, а протез кисти руки – один из самых сложных в управлении манипуляторов. Но ввиду того, что я являюсь давним подписчиком Кости, который ведет канал Бионическая Россия, у меня уже было представление о бионических протезах. И основываясь на одном из роликов с названием «Почему клешня – это лучший протез руки», ссылка на канал и этот ролик вы сможете найти в описаниях, мною было принято решение сделать аналог протеза клешни Griffer от компании Ottobock. Когда 9 лет назад я потерял руки, моей первой мыслью было получить бионический протез с пальцами. Все логично, у меня были руки с пальцами, значит и протез мне нужен с пальцами. Но каково было мое удивление, когда я понял, что самый функциональный протез руки выглядит так. Первое, что я попытался сделать, это реинжиниринг существующего протеза. Процесс копирования изделия по готовому образцу, по которой в дальнейшем можно изготовить аналогичные изделия. Но, к сожалению, я не нашел картинок и видео с разобранным протезом Griffer, где можно было бы понять его внутреннее устройство. Поэтому мне пришлось проектировать практически с нуля, основываясь на видео и фотографиях устройств, которые по захвату похожи на Griffer. Техническое задание проекта. Первое. Простота конструкции и максимальная повторяемость проекта. Я постарался обойтись без применения уникальных и редких деталей, для того, чтобы каждый желающий смог повторить проект. Поэтому 90% деталей протеза распечатываются на 3D принтере. Второе. Дешевизна проекта. Стоимость сборки протеза не должен превышать 10 тысяч рублей или 100 долларов на 2024 год. И третье. Это возможность использования протеза в жизни. По сути, это самый главный пункт. Пусть с дальнейшими доработками, но проект протеза должен быть работающим устройством, а не стендовой моделью, и приносить пользу людям с ограниченными возможностями. Для сборки протеза нам понадобится Arduino Nano, драйвер двигателя Mini L298N, два мотор-редуктора. Существует два вида таких мотор-редукторов. Первый, самый распространенный, с пластиковым редуктором желтого цвета, и второй с металлическим редуктором синего цвета. Я вам советую брать с металлическим редуктором. По цене они не сильно дороже, но гораздо качественнее. OLED дисплей 128 на 64. Обычный диод. Также нам понадобится пьезоизлучатель. Есть активный со встроенным генератором звука и пассивный, грубо говоря, просто динамик. Нам нужен пьезоизлучатель без генератора, пассивный. Датчик тока ASC712 на 5 ампер. Два концевых выключателя. Литий-ионный аккумулятор, тип размер 18650, 2 штуки. Плата защиты BMC с балансировкой на 2 батарейки 7,4 вольта. И еще зарядник на 8 вольт. Штекерный разъем. Саморезы диаметром 2,5 и длиной 8 и 16 мм.
Гибкий тензорезистор вместе с усилителем. Ну и сам 3D принтер и филамент для него. На самом деле хватит и одной катушки для всех деталей протеза, но если сочетать два цвета, к примеру черный и белый, или как в моем случае золотой и красный, я вдохновлялся героем Тони Старк, Железный Человек, будет более красивее. Сборка протеза состоит из 5 шагов. Начнем сборку. Тот день, в котором больше не было войны, он не спешил неумолимо к катастрофе. Без новостей за чашкой утреннего кофе в огромной комнате раскаты тишины. Тот день, в котором больше не было войны, никто не думал упражняться в красноречии, но не нашел в себе тепла его сберечь бы и попросить один, пожалуйста, взаймы. Хотя бы день, в котором больше нет войны. И я прошу, довольно бит, пусть заживет, пусть не болит. И я прошу, пойдем вперед, пусть не болит, пусть заживет. Тот день, в котором больше не было войны. Рожденный заново, он был как будто первый, в узлы сплетая наши мускулы и нервы. Дышал не порохом, а свежестью весны. Тот день, в котором нет и не было войны. Он просто был и был таким не за медали. В нем протрезвевшие беспомощно рыдали, представив вдруг из-за похмельной пелены, как было б, если б только не было войны. И я прошу, довольно бит, пусть заживет, пусть не болит. И я прошу, пойдем вперед, пусть не болит, пусть заживет. И я прошу, довольно бит, пусть заживет, пусть не болит. И я прошу, пойдем вперед, пусть не болит, пусть заживет. С шахматной доски сметая пешки, не попрощаться, не простить, не помнить сны. Про день, в котором больше не было войны.
Мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, под дождями и слез. Но не предан земле тиран, объявивший войну стране, и не видно конца и края этой войне. Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. А когда затихают бои на привале, а не в строю, я о мире и о любви сочиняю и пою. Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят устал. Ошибаются те и другие, это привал. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. С войны. Я завтра снова в бой сорвусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через 100 веков, в страну не дураков, а гениев. И поверженный в бою я воскресну и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. С войны. Вернусь. С войны. Вернусь.
Если духом ты слаб и безмерно собою гордишься, если славы добиться любыми путями стремишься, знай, в беде и в нужде ты с обманом и с ложью смиришься, и под натиском силы ты воле чужой покоришься. Если верой ты слаб и моля к небесам не взываешь, если искренне каясь пред Господом стан не склоняешь, знай, бесценные годы свои ты напрасно теряешь, и в мирской суете смысл жизни своей не познаешь. В жизни путь лишь один, срок земной незаметно промчится. Каждый должен наставить свой след и чего-то добиться. Жизнь достойно прожить и во всем от греха удалиться. И к деяниям благим должен искренне каждый стремиться. Если судишь других и грехи сосчитать их берешься, со своих же начни, до чужих ты едва доберешься. Если деньги и роскошь к тебе притекут, вознесешься, знай, богатства уйдут, на круги ты своя все ж вернешься. Если громко живешь для себя и в делах малодушен, ты собой дорожишь, ты сомнения глазу послушен. Если к тяжким страданиям, к несчастьям других равнодушен, знай, огонь благородства, добра в твоем сердце потушен. В жизни путь лишь один, срок земной незаметно промчится. Каждый должен наставить свой след и чего-то добиться. Жизнь достойно прожить и во всем от греха удалиться. И к деяниям благим должен искренне каждый стремиться. В час суровой беды, испытав верность друга, познаешь цену друга, познаешь, когда насовсем потеряешь. Не всегда говори, везде разглашай все, что знаешь, но всегда будь уверен и знай, что устами ты скажешь. Тот, кто скажет, тот сеет, кто слушает, тот собирает. Сильный гнев мудреца и война храбреца испытает. Для тех, кого не устраивает изображение на шильде, а желает видеть английские буквы, или вы просто ценитель фильма про Штирлица, вы можете импортировать шильд в Blender и менять его так, как вы посчитаете нужным. В жизни путь лишь один, срок земной незаметно промчится. У вас есть запасные ключи? Каждый должен наставить свой след и чего-то добиться. Моя в этом ящик. Жизнь достойно прожить и во всем от греха удалиться. И к деяниям благим должен искренне каждый стремиться. В жизни путь лишь один, срок земной незаметно промчится. Каждый должен наставить свой след и чего-то добиться. Жизнь достойно прожить и во всем от греха удалиться. И к деяниям благим должен искренне каждый стремиться. И к деяниям благим должен искренне каждый стремиться. Так как конструкция протеза предусматривает вращающиеся части и была необходимость избежать скручивания проводов, я решил применить токосъемное кольцо.
Но токосъемное кольцо нужно было реализовать так, чтобы его смог повторить каждый желающий. Я ничего лучше не придумал, как обмотать проволоку в пазу. И таким образом, при помощи импровизированных щеток, передавать ток.
стреляй глубей, не стреляй просто так из рогатки своей. Эй, малыш, не стреляй и не хвастай другим, что без промаха бьешь по мишеням живым. Ты все тиры залазил, народ удивлял, как отличный стрелок призы получал. Бил с улыбкой, не целясь навскидку и в лед, а кругом говорили: вот парню везет, не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! И случилось однажды, о чем так мечтал. Он в горящую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою совесть в тяжелом вине. Перед ним, как живой, тот парнишка стоял, тот, который его об одном умолял: не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Ведь мы бы могли здесь и сейчас завтра кредит не брать взаймы, использовать в жизни каждый шанс, чтоб не сожалеть потом, что мы так хотели воплотить мечты, так хотели посмотреть на мир, так хотели полноценно жить, но увы и ах, наши планы превратятся в пыль и кареты из разбитых тыкв нас к реальности вернут с утра. В тот день, когда
Ведь мы так хотели для детей безоблачной жизни без войны, чтоб вместе полшара облететь и вспоминать потом, как мы помогли им воплотить мечты, помогли им посмотреть на мир, помогли им полноценно жить. Но, увы и ах, наши планы превратятся в пыль, и кареты из разбитых тыкв нас к реальности вернут с утра. В тот день, когда войной внезапно обрушится февраль и навсегда отменит завтра тот мир, что был вчера, мы словно застряли в феврале. Нам страшно глаза открыть с утра. Надежды на завтра больше нет. Есть только надежда на вчера. Надежда на вчера. В тот день, когда пойдет обратно истории спираль, я буду ждать, шепча как мантру, надежду на вчера. И снова я молю, что завтра, открыв глаза с утра, приду в себя, проснусь обратно в тот мир, что был вчера. Я понимаю, что данная схема выглядит сложно, но согласно ей нужно спаять все компоненты. Программу я написал при помощи ChatGPT. От случайных сжатий предполагалась защита в виде двойного сжатия за определенный период времени для запуска мотора. Но у меня не получилось это реализовать. Вполне возможно, это получится у вас. В строке Current Limit можно выставить значение тока в попугайчиках, при которой система будет аварийно выключаться. После 3 секунд она включится по новой. На вопрос, почему я не использовал MEO-датчик для считывания мышечных сигналов, ответ простой. Базово я машиностроитель, а радиотехника и программирование у меня на уровне любительских знаний. Хотя, основав управление на двоичном коде наподобие азбуки Морзе, которая осуществляется сжатием мышц, можно было бы реализовать разного рода дополнительные функции протеза, как минимум разные жесты. Итак, как это работает? Напрягая мышцы предплечья, в моем случае сжимая кисть руки, я увеличиваю объем мышцы и тем самым надавливаю на пленочный тензорезистор. Микроконтроллер считывает показания сопротивления, которое меняется из-за изгиба пленки, и переводит его в проценты. При достижении показания 20% и выше мотор начинает вращаться. Чем выше процент, то есть воздействие на пленочный резистор, тем с большим усилием вращается мотор. И если процент ниже 20 и мотор остановился, то происходит смена направления вращения, сопровождая 2 звуковыми сигналами. Если двигатель испытывает нагрузку и не может вращаться, сила тока возрастает до максимального порога, и система уходит в ошибку на 3 секунды, и звучит тройной звуковой сигнал. Для вращения захвата нужно провернуть предплечье и тем самым нажать на концевой выключатель.
А теперь об испытаниях. К сожалению, с первого раза достичь всех поставленных задач не удалось. Устройство получилось довольно слабым, практически неуправляемым, тяжелым и неудобным. Но все же, на мой взгляд, один пункт мне все же удалось выполнить. Я сделал концепт бионического протеза дешевле $100. Да, это, к сожалению, концепт стендовая модель. Практической пользы на данный момент она не несет. Но я надеюсь, этот проект вдохновит вас, дорогие мои технари, и у вас получится гораздо лучше. Быть может, чуть позже я попробую исправить, доработать, улучшить этот проект. На данный момент я устал от него. С начала работы над этим проектом по сегодняшний день ушло больше полугода. Было проделано много ошибок и пониманий того, как не нужно делать. Хотя канал для технарей, но данный ролик получился слегка политическим. Кого-то это расстроит. Но все мои ролики являются неотъемлемой частью меня, моим продолжением и моим наследием. А я вот такой вот, немного политический. Если вам нравится мое творчество и вы хотите поддержать мои ролики, проекты финансово, то вы можете посмотреть дополнение к этому ролику, а именно как подключить часы к данному протезу и как управлять при помощи микрофона и слов протезом. Для этого нужно будет перейти на мой канал на Boosty и посмотреть платный ролик. И самое главное, ваша поддержка — это ваши пожелания и комментарии. Они поистину вдохновляют и зажигают огонь в душе, и тем самым освещают путь к новым крутым проектам и роликам. С вами был канал Lilium Energy и я, Ильнур Давлетов. Желаю вам счастья, здоровья, долгих лет жизни и, конечно же, мирного неба над головой.